Всем привет! С вами Юля и канал New Technology. Сегодня будем говорить о новинках от компании Xiaomi, которая официально представила новую линейку смартфонов Redmi K20, куда вошли две модели Redmi K20 и Redmi K20 Pro, и которые сама компания называет не иначе, как убийцы флагманов. Насколько суббренд Redmi, позиционирующий себя как производитель в меру дешевых смартфонов, использующий как фирменные технологические решения, так далеко не самые дешевые платформы, сможет оправдать свое предназначение в представленных новинках, вот об этом, уважаемые друзья, и будем сегодня говорить. Можно добавить еще и то, что эти модели, как и другие смартфоны компании Redmi, обеспечиваются более длительным сроком гарантии. Это 18 месяцев против стандартных 12. Все доступные ссылки на предзаказ этих моделей будут расположены в описании под этим видео и на нашем сайте newtech47.info. Ну, а я перейду к обзору самих аппаратов и начну со старшей модели Redmi K20 Pro, которая имеет изогнутый стеклянный корпус Gorilla Glass 5-го поколения с особой тенденцией модуляции цвета в виде текстурированных языков пламени, имеющих красивый перелив в зависимости от освещения и угла обзора. И все это удовольствие укреплено по торцам металлической рамкой из алюминиевого сплава 7000 серии. Выглядит достаточно дорого и стильно. Но будет и классическая черная версия с имитацией под карбон. Физические клавиши традиционно расположились на правом торце. Это кнопка питания, выделенная красным цветом, и качелька регулировки громкости. Снизу порт USB Type-C под решеткой, основной динамик, микрофон и слот для установки двух сим-карт, без расширения карты памяти microSD. Сверху еще один микрофон, 3,5 мм разъем для подключения наушников и выдвигающаяся панель под фронтальную камеру. На тыльной стороне смартфона расположился блок из двух камер, сверху еще одна стоящая особняком камера и под всей этой конструкцией светодиодная вспышка. Пластиковые вставки под антенны находятся на верхнем и нижнем торцах. Redmi не наделяет свои смартфоны полноценной защитой от попадания пыли и влаги, поэтому окунать в воду их нельзя. Что касается экрана, уважаемые друзья, то в данной модели используется Samsung AMOLED-экран диагональю 6,39 дюйма с разрешением 2340 на 1080 точек, что сформирует плотность пикселей в пределах 403 на дюйм и соотношением сторон 19,5 к 9. Яркость заявлена на уровне до 600 нит. Контрастность будет 60 тысяч к 1. Ну и цветовой охват NTSC составит 103,8%, что обеспечит отличное качество просмотра любого контента на смартфоне. Заявленные показатели полезной площади – это 91,9% за счет узких рамок и отступов. Это 1,85 мм по бокам, 3,8 мм снизу и 2,1 мм сверху. Есть поддержка автоматической настройки яркости при солнечном свете, настройка цветовой температуры экрана, ночной экран, режим защиты глаз, технология HDR, технология DC Dimming, позволяющая регулировать частоту мерцания экрана, и сертификация VDI 256 немецкого института за снижение влияния синего цвета на глаза. Сам дисплей защищает закаленное стекло Gorilla Glass 5-го поколения. На самый верх экрана вынесли динамик, и на самом экране спрятаны датчики приближения и освещенности. В нижней части фронтальной панели можно найти только на экранные кнопки управления. Также в экран встроен оптический многофункциональный сканер отпечатка пальца 7-го поколения с очень быстрой разблокировкой аппарата. Теперь, что касается камеры, уважаемые друзья, то в основной тройной камере используется первый 6-линзовый фотомодуль Sony IMX586 с размером матрицы 1 на 2 дюйма, разрешением 48 мегапикселей, где размер пикселя составит 0,8 микрона, апертурой f1,75 и углом обзора 79,4 градуса. Отмечу технологию суммирования зарядов соседних пикселей, благодаря чему светочувствительные ячейки матрицы увеличиваются в размерах до 1,6 микрона для обеспечения более высокого качества при съемке в условиях слабого освещения. Правда, разрешение в таком случае снижается с 48 до 12 мегапикселей. Есть автофокус. Второй 5-линзовый телеобъектив OmniVision
на 8 мегапикселей с размером пикселя 1,12 микрона, размером матрицы 1,4 дюйма, диафрагмой f2,4 и углом обзора 44,6 градуса. Имеется автофокус и двукратное оптическое увеличение. И, наконец, третий пятилинзовый широкоугольный объектив от Samsung на 13 мегапикселей с размером пикселя 1,12 микрона, размером матрицы 1,3 дюйма, диафрагмой f2,4 и углом обзора 124,8 градуса. В настройках камеры имеются помимо двукратного оптического увеличения 10-кратный цифровой зум, лазерный, фазовый и контрастный автофокус, портретный режим с эффектом боке и использованием технологии искусственного интеллекта, режим красоты лица и тела, электронная стабилизация изображения. Есть применение функции искусственного интеллекта для распознавания сцен в 27 категориях, динамического освещения и студийных световых эффектов. Максимальное разрешение для записи видео будет 4К, замедлено до 960 кадров в секунду и короткие ролики с возможностью за это время быстро похудеть. Фронтальная камера модели размещена в модуле, который выезжает из корпуса за 0,8 секунды. Механизм рассчитан на 300 тысяч циклов срабатывания, и это достаточно большой ресурс. Также имеет защиту от падения. Основана камера на 20-мегапиксельном сенсоре с диафрагмой f2.2. Имеет сапфировое защитное стекло, экранную вспышку, фирменный режим улучшения лица Beautify с применением функции искусственного интеллекта. И эта же технология заявлена в портретном режиме и студийных эффектов. Также распознавание сцен для улучшения качества фотографий и есть HDR. Работает смартфон на Android 9 Pie, поверх которого установлена фирменная оболочка MIUI 10, и которая принесла достаточное количество обновлений и изменений в плане интерфейса и оптимизации, одними из которых являются переработанный дизайн иконок и многофункциональный экран блокировки. Также можно отметить группировку настроек системных кнопок и жестов. Установив таймер, можно выбрать звук природы, который будет звучать во время обратного отсчета времени. Наиболее используемые функции и информация в одном пункте меню, также Mi Drop – молниеносный инструмент для передачи файлов, встроенный файловый менеджер и есть услуги умного ассистента. В аппарате установлен новый, построенный на 7-нанометровом техпроцессе 8-ядерный чип Snapdragon 855 с максимальной тактовой частотой ядер Creo 485 до 2,84 ГГц. Имеет в своем составе графический ускоритель Adreno 640. Поддерживается фирменная технология графического ускорения GM Turbo второй версии, повышающая производительность и энергоэффективность графического чипа в играх, а также технология от Qualcomm Elite Gaming. Также отмечу еще одну технологию, которая по своей сути аналогична Link Turbo, встречающейся в последних смартфонах Huawei. Ее суть в повышении скорости загрузки данных и сокращении задержек путем одновременного задействования обоих каналов связи LTE и Wi-Fi, благодаря специальным алгоритмам на искусственном интеллекте. Кроме этого, в рамках презентации было объявлено, что старшая модель Redmi K20 Pro в бенчмарке AnTuTu набирает 390 тысяч баллов, что превосходит результат основного флагмана Xiaomi Mi 9. Присутствует также система охлаждения, состоящая из теплопроводящего геля, графита, меди для увеличения рассеивания тепла и увеличения охлаждающей способности на 650%. Плюс ко всему этому объем оперативной памяти составит 6,8 ГБ формата LPDDR4X, и объем встроенного накопителя может быть 64, 128 и 256 ГБ формата UFS 2.1. Что касается звучания, уважаемые друзья, то следует отметить поддержку усилителя Smart PA и резонансной камеры для повышения громкости и качества звучания с внешнего динамика. Также цифроаналоговый преобразователь от Qualcomm, поддержку HiRes Audio и плюс возможности самой платформы аппарата. Аккумулятор заявлен емкостью 4000 мАч. С такой батарейкой устройство без проблем будет доживать до конца дня. Сам производитель заявляет время работы в режиме разговоров до 34 часов. Поддерживается быстрая 27-ваттная зарядка через порт USB-C, которая позволит зарядить смартфон за 30 минут на 58%. Но надо понимать, что в комплекте поставки будет доступно 18-ваттное зарядное устройство.
В сети представлены 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE. Беспроводные интерфейсы – это Wi-Fi 802.11 с окончанием AC, работающий в двух диапазонах, Wi-Fi Direct и Wi-Fi Display. Bluetooth 5 версии и многофункциональные модули NFC, которые компания не поскупилась сюда поставить. Навигация представлена двухдиапазонным двойным модулем GPS GLONASS Galileo. В комплект поставки войдут сам телефон, пластиковый чехол, адаптер питания, USB-кабель, техдокументация и скрепка для извлечения лотка под сим-карты. Габариты Redmi K20 Pro составят 156,7 на 74,3 и на 8,8 мм при массе 191 грамм. Покупателям на выбор будут доступны черный, а также огненно-синий и красный цветовые варианты. В зависимости от модификации 6,64, 6,128, 8,128 и 8,256 гигабайт новинка оценивается в 360, 375, 405 и $435 соответственно. Раньше всего в продажу поступит Redmi K20 Pro. В Китае его можно будет купить 1 июня. K20 поступит в продажу утром 6 июня одновременно с Redmi 7A. Младшая модель будет не намного отличаться от старшей модели с приставкой Pro. Что касается дизайна, то он будет такой же с огненно-градиентным переливом. А вот процессор будет другой, построенный на 8-нанометровой технологии 8-ядерный Snapdragon 730 с максимальной тактовой частотой ядер Creo 470 до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 618. Также небольшое отличие будет в основной камере датчика от Sony, где последняя цифра 6 изменится на 2. Быстрая зарядка изменится с 27-ваттной на 18-ваттную и не будет двухдиапазонного модуля GPS. В принципе, это все. Но и по стоимости Redmi K20 будет немного дешевле. Начальный вариант с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти оценен в $290. Стоимость версии на 6 и 128 гигабайт составит $305 и 8 и 256 – $375. Что можно сказать в итоге, уважаемые друзья, так это то, что китайцы снова предложили неплохой прайс за внешние и внутренние хорошие смартфоны. К этому можно прибавить модный большой дисплей, красивый дизайн, хорошая емкость батареи с функцией быстрой зарядки, отличные камеры с технологией искусственного интеллекта, наличие модуля NFC и сканера отпечатка пальца в экране, Android 9 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10 и достаточно приемлемая цена. Так что смотрим и определяемся. Ссылки на продажу или предзаказ аппаратов, если таковые уже имеются, мы размещаем в описании под видео и на нашем сайте newtech47.info. Ну а на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрит и слушает нас. Оставайтесь с нами и не пропустите наш следующий обзор. Комментируйте, ставьте лайки, и те, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь, не забыв нажать на колокольчик. С вами была Юля и канал New Technology. Всем пока-пока.